Дневник писательницы. Эпизод 9. Весна, весна, весна. С очередным исписанным листом в жизнь уже известного города и никому неизвестного автора вернулась весна. Стаей голодных чаек мы вылетели на улицы, чтобы упиться молодым ветерком, приносящим ароматы ожившей травы и едва уловимой надежды. Лишь немного ощутив ее дыхание, мы расправили крылья, чтобы поддаться уже ускользающему мгновению свободы и, утолив беспокойное желание, отправиться в новый путь. С приходом первых теплых дней на ферму в деревне Чандай обрушились ливни. Уже неделю я провожу здесь одна, каждое утро встречая ожидающих завтрак животных. Сейчас они, как и мы, наслаждаются обилием свежих овощей, китайской капусты, пакчой и разнообразием трав. Появившаяся несколько месяцев назад корова Босси уже привыкла к моей компании и иногда позволяет себя погладить. Сейчас они живут с осликом по соседству. В огороде созрел большой урожай брокколи и цветной капусты. Несмотря на дождь, я решила не откладывать сбор молодых соцветий и сделать заморозки на ближайшие месяцы. Всего несколько месяцев назад на этих грядках были маленькие саженцы, и сейчас я собираю плоды собственной работы. Когда-то я рассказывала, как детство на ферме и опыт работы с садом в Китае натолкнули меня на мысль создать огород для детей в школе в пустыне Туркана. С момента начала написания романа о создательнице этой школы я часто думала, как произведение, еще не написанное, может стать началом большого личного приключения. Не только на страницах книги, но и в жизни. На основе материалов Кенийского исследовательского центра я создала план сада, который станет источником свежих продуктов для 150 детей, и уже летом отправлюсь в школу, чтобы встретиться с героями моего романа «В пыли Туркана». Друзья, все дорогие, привет! У нас сегодня китайский Новый год. Я в этот раз провожу его в гордом одиночестве вместе с нашими бесконечно любимыми животными. Хочу вам рассказать, что сегодня на этот китайский Новый год я буду для себя готовить. Первое. Вот такие креветки. Мы их будем, скорее всего, жарить в каком-нибудь соусе. Посмотрим. Это моя любимая рыба. Мой любимый дорогой лосось. Также я в магазине купила для себя вот такие бараньи шашлычки. Вот. Так как у нас дождь на улице и ближайшие 2 дня будет примерно такая же погода, я планирую их запечь, но думаю, что все равно будет очень вкусно. А сейчас отправляемся готовить. Это первый раз, когда я праздную китайский Новый год на территории Китая. В этот особенный день прощания со старым и встречи нового я наслаждалась обществом моего хвостатого друга Бада
и просмотром расслабляющего сериала. Так, ну и пока у меня тут все готовится, вообще я вам хотела показать одну очень интересную штуку. Так как мы все знаем, в этом году у нас год лошади, и по очень счастливой случайности символом этого года вместе с иероглифом «фу» стал вот этот прекрасный парень. Почему? Потому как имя Драко Малфой, Малфой фамилия, первый иероглиф в этой фамилии это ма, лошадь, и последний иероглиф это фу, счастье. То есть получается лошадь, которая приносит счастье. Так как у нас Новый год китайской лошади, красной лошади. Вот такие вот китайцы у нас креативные ребята. На самом деле мне очень нравится, потому как я большой мега фанат Гарри Поттера. Учишься балет? Поттер. Блин, по-моему, это очень круто. Я в полном восторге. Всегда виновата. Когда забыла, вернулась я. Когда ужин был готов, я накрыла столик в спальне и после праздничного салюта отправилась пробовать приготовленные блюда. В деревне салюты начинают пускать уже с обеда, и мы весь день провели под музыку и звонкие хлопки. Всем привет! Поздравляю всех с уже наступившим китайским Новым годом. Пусть он у вас сложится максимально благостно, пусть исполнятся все ваши заветные желания. А мы после таких больших праздников, как и полагается, начинаем отдыхать, выезжать куда-то на природу, посещать новые места. И сегодня я покажу вам одно очень уникальное, недавно открывшееся место. Когда Новый год официально вступил в силу, я отправилась в арт-пространство Гуди Касл. Сейчас это место набирает популярность у фотографов и других деятелей искусства, так как сочетает в себе архитектуру Южной Италии и Средиземноморья. Смотря на каменные фасады зданий, я вдруг оказалась на Кипре, который когда-то был моим домом на протяжении года. И на мгновение представилось, что можно сейчас выйти за ворота, сесть в машину и отправиться с подругой смотреть закат. Сидя за круглым столом, я пересматривала все свои заметки и делала правки в сюжете произведения. Сейчас в нем 40 глав. Это история женщины, не побоявшейся изменить свою жизнь, пройти через боль и потери, и все же не потерять себя. Говорят, когда автор пишет историю, он часто пишет о себе, и думаю, это недалеко от правды. Когда ты делаешь шаг за порог и надеешься на тысячи новых открытых дверей, чаще всего жизнь проверяет тебя раз за разом, схлопывая надежды, как мыльные пузыри, закрывая одну дверь в сказочный мир за другой. В попытке пробиться к мечте ты попадаешь в невесомость, где старое уже невозможно вернуть, а нового все еще нет. И что это новое? Будет ли оно лучше или приятнее пройденного пути?
На этот вопрос я ищу ответ на страницах романа. Рядом с моим домом есть старый мост через реку Цинтан. Это легендарное сооружение стало одним из первых крупных проектов такого типа, спроектированного и построенного под руководством китайского инженера Мао Ишена. Его открыли в 1937 году перед началом японского вторжения, и уже через 89 дней он был взорван собственной армией, чтобы задержать врага. После победы Мао Ишен восстановил свое детище, и сейчас это охраняемый государством памятник. Проходя под этим мостом, я представляю, как все тревоги души оставляют меня, и отправляюсь к реке, чтобы просто побыть в тишине. Жан-Жак Руссо говорил, что весна возвращает человеку чувство естественной радости. Она приносит с собой обновление, напоминая, что вся наша жизнь – это цикл. Мы словно лепестки весенней сливы, пробиваемся к солнцу, цветем и опадаем розовым дождем, чтобы однажды после зимних холодов родиться вновь. И если жизнь – это цикл падений и взлетов, можем ли мы заранее подготовить сердце к падению? И если да, то значит ли это, что жизнь может быть под контролем? Или же нам, как травинкам в лугах, стоит поддаться движению ветра перемен, раствориться в нем и отдаться в руки того, что грядет? Возможно, жизнь – это эпичное кино с неизвестным концом. Но так ли важно, каким он будет, если на пути мы обретаем желание просто его смотреть? Кто знает, я просто иду вперед. До новых встреч!